Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Пламеном Пасковым. Он в прямом эфире, как обычно, по вторникам. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, растущую, несмотря ни на что, ядерную аудиторию. Ребята, друзья, не друзья, все остальные, пожалуйста, не ленитесь там, колокольчик там второй раз черный, чтобы стал, для того, чтобы вы получали все уведомления. И там, соответственно, комментарии, лайк, подписка. Не лайк, нравка, это правильное слово. Соответственно, подписка и все остальное, стоит это 4-5 секунд. Вам, конечно, не больно, не сильно дорого, а нам уж как приятно алгоритмам YouTube. Вы должны понимать, дело такое, время такое. Да, друзья, спасибо большое всем за поддержку. Прямой эфир – это максимальное общение с вами в сообществе YouTube, в клубе зрителей и в чате трансляции. Ждем ваши вопросы. Вопросы в чате пишите, пожалуйста, в самом конце. Да, QR-код, который видите на экране. Если работает сервис, если видите на экране, то это и канал поддержать, и вопрос на экран вывести, вот как вы его чувствуете, да, это время, да, то есть, пожалуйста, выскажитесь. Ну и, конечно, примите участие в нашем сегодняшнем вопросе. Начнем с него. Он такой. Считаете ли вы, что США вновь обманули Россию в Анкоридже? Варианты. Да, так у них всегда. Нет, обещанного полгода ждут. Скоро, мол, все прояснится. Никто не знает, что было на самом деле в Анкоридже. И четвертый вариант ответа – это многоходовка, и не все так однозначно. В общем, на любой вкус и цвет у нас есть варианты, и на самом деле это такая топ-тема. Действительно ли Америка, которая ничего не сказала по поводу покушения на генерала Алексеева, то есть переговорщика, да, зама главного переговорщика. Америка, которая там охотится за российскими танкерами. В Индийском океане вчера был арестован танкер под панамским флагом, но он, конечно, из Карибского моря пришел в Индийский океан, вез нефть. Индия тоже подключается к этому вопросу. Об этом обо всем говорил Лавров, который четко сказал, что все, не рассчитывайте ни на какие радужные экономические и любые другие отношения. Но пакет Дмитриева в 12 триллионов, он же вроде как еще не снят с повестки дня. Пламен, что вы думаете по поводу этого обмана? Надули ли? Что скажете? Скорее всего, где-то около тройки. Правда, процентов на 20-40, я бы и так сказал. И примерно 10-20% на четверку. Я имею в виду ответы на ваш опрос. А вот так однозначно ни один из этих четырех по той простой причине, что война – это путь обмана, Сун Цзэ, что называется. Анкоридж никто никого не обманывал. Они там договаривались, каждый пытался пропихнуть свое, другой обещал другое, и даже, если я правильно понимаю, там не только дух, но и буква Анкориджа появилась. То есть определенные обязательства. У этих обязательств есть срок действия. И у американских, и у российских. Срок действия измеряется сроком каденции первого лица, который вообще-то на эти переговоры и договоры там находился. Естественно, это практически можно считать каким-то меморандумом о намерениях с какой-то конкретизацией, потому что формального договора нету, потому что если он был, его нужно было бы ратифицировать и в Конгрессе, и в Российской Госдуме. Соответственно, такого не было. И все продолжают говорить о каком-то духе, иногда только о букве какой-то там, какого-то Анкориджа. Поэтому США будут добиваться своего. И все сказки агент Краснов, Трамп играет на стороне Москвы и всякое такое. Последние действия, мягко говоря, и не только последние. Есть очень многие признаки и знаки, которые, мягко говоря, указывают на то, что Трамп играет на стороне Трампа. И если кому-то параллельно с этим курсом Трампа, то это хорошо для этого другого. Если это не совсем параллельно, либо перпендикулярно, тем хуже для того. Если мы договорились о каких-то там 28 пунктов, это не означает, что по остальным 128 пунктов мы не будем, скажем так, перпендикулярными с интересами России или Кремля, и мы не будем им ставить не просто палки в колеса, а откровенным пиратством заниматься. Чем они на самом деле занимаются? Вот на днях, на прошлой неделе, позавчера я делал обзор, то ли четверг, то ли пятница, 60 километров от границы России,
ну, устроили такие военные учения, большие мотобригады Брэдли конкретно, где отыгрывали взаимодействие, координации и всякое такое оттачивали. Но на самом деле собираются блокировать анклава с суши, с земли, с материка, а Финляндия, Швеция, Дания, предположительно, может, даже и Норвегия будут иметь обязательства, чтобы блокировать анклава с моря. Так что они занимаются своими делами, своими процессами, своими проблемами. Вот когда об Иране они договаривались, ну, иранская нефть, она должна пойти либо в сторону США, причем на цене определенной США. Ну, для того, чтобы израильтяне более-менее спали спокойно, ну, не совсем так неспокойно, от ядерной программы надо отказаться. Иран, конечно, отказался. Иран – это субъектно, это не Российская Федерация какая-то. Иран – это почти как Советский Союз, я имею в виду по политической субъектности своей. Просили от них отказаться от гиперзвука и от баллистики. Иран тоже отказался, любезно, ну, твердо отказался. Уж простите, со всем уважением, что называется, любезный отказ получаете. С Ирана просили отказаться от своих прокси-бойцов. Иран сказал, ну, они же сами, что называется, здесь врубили немножко ближневосточного такое лукавство и, скажем так, я не знаю, я не при делах, что называется. А так мы можем говорить о каком-то процентном снижении обогащения урана. И это все. Поэтому на Анкоридже то, что они договорились, я уверен, что Трамп будет добиваться выполнением этих пунктов, потому что они выгодны Трампу. То есть ему нужно зайти и на территорию Украины. Для этого, конечно, должно быть прекращение огня. Ему нужно зайти на территорию России. Для этого тоже требуется не только прекращение огня, а сохранение нынешнего властелина Кремля, то бишь Путина, потому что он от Путина получил эти уверения. Нужно сохранить власть Путина для того, чтобы это было. Ему нужно зайти на российскую Арктику. Для этого тоже нужна власть Путина. Придет какой-то там, не знаю, Пригожин, там, Стрелков или Сталин версия 2.0, выкинет вообще-то к чертовой матери со всеми обезболивающими, что называется, или без обезболивающих. Так что ему это нужно, но для того, чтобы заставить этих двух Владимиров прекратить уже тратить его время, потому что его время сокращается, праймерис уже, что называется, огнедищище, вот маячит за углом, ну и одному Владимиру вот так, чтобы было кисло, и другому Владимиру, чтобы было кисло, постоянно нажимает. Так что кто кого обманул, Трамп добивается своего. Иногда очень некрасиво, иногда практически, но это преступник, это криминал. Он осужденный преступник по американским законам. Я ничего не придумываю в конце концов, что называется. Бандиты, бандиту гангстериту, понятно. С большой дороги. Смотрите, я бы хотел здесь неожиданно переместиться вот в такую достаточно интересную, интригующую плоскость. Мы про Иран поговорим немножко позже. Там действительно очень интересные вещи происходят. Вообще, начнется, что не начнется. А начнется вот прямо сейчас, может быть. Да? Вот прямо сегодня. Пятница будет, не сегодня. Пятницу следите внимательно. Если у вас в вопросе был «когда?», и надо было дни недели, я бы проголосовал двумя руками за пятницу. Вы потом поймете, почему. Ну, да. Если там немножко ретроспективно там погуглить. Пятница, развратница, да, друзья, мы как бы поговорим немножко о Иране, коснемся этой. Но я хотел бы переместиться в Европу. Смотрите, тут Мюнхенская конференция, и уже есть протоколы, которые там, отчеты, которые утверждают, что в случае прекращения огня в Украине, то есть завершения войны, прекращения огня, то есть закончат в Украине, и тут сразу же, так сказать, в общем, нападет Россия на одну из стран НАТО. Есть такой Петреус, он американский военный, в прошлом тоже специалист, дает интервью, говорит, все, на Молдову, потом на Литву, вот прям в ближайшее время. Одни говорят, что полноценная война будет через 2 года, но вот какое-то вторжение в одну из стран, маленьких, небольших, будет через полгода. На фоне этого очень интересно выглядит Макрон, который как бы технически уже договорился с Путиным договариваться, имеется в виду, согласовал контакты, об этом отрапортовали, об этом он сам заявляет. Но принципиально важно, что Экономист пишет сегодня, что Макрон заявил, что Европа находится в состоянии геополитического и геоэкономического
чрезвычайного положения. Рискует отстать от США и Китая, если срочно не ускорит экономический рост. В своем интервью изданию говорит, что нужно упростить регулирование, диверсифицировать разные поставки ресурсов технологий, политику «покупай европейское», нарастить инвестиции в инновации. Короче, надо заниматься Европой. Значит, несмотря на скепсис и слабые позиции внутри Франции, многие лидеры согласны с его тезисом. Главный тезис – это Европа слишком медлит, рискует проиграть глобальную конкуренцию, если не проведет срочные реформы. И как ниточка, которая тянется в этом направлении, это реформы вообще самого ЕС. Сейчас вот разжевывают в очередной раз новая волна публикаций на фоне того, что завтра Евросовет будет голосовать вот эти 90 миллиардов. А давайте Украину примем в ЕС. Ну так, порционно, частями, ограничено. Короче, не полностью. В чем-то полностью, в чем-то не полностью. Будет такой второсортным членом Зеленский. И, собственно, он это может выдать за победу, и как за заботу, и за гарантии безопасности. Но тут возникает главный вопрос и главный момент. Если бы Украина что-то дала Европе, даже в этом ограниченном членстве, ну, наверняка бы Украина уже как бы была бы в Евросоюзе, потому что Россия не против этого членства, Америке вообще плевать. Ну, а, собственно, да, экономически, ну, короче, от Украины только убытки, понимаете? Но глобально чрезвычайное положение в Европе, которое огласил Макрон, оно же абсолютно идет вразрез с вот этими планами какой-то фиксации, какого-то статуса Украины. Да тут еще и Россия нападет. Слушайте, вообще дела плохи. Как это трактовать и как это укладывается в размолвки Америки с Россией? Ну, я... Честно говоря, переадресовал бы эту размолвку не Америки с Россией, а Америки с Евросоюзом. Потому что на прошлой неделе, опять же, вспоминая тот же самый обзор прессы, Александр Ступп, он прямо так и говорил, Деройтис в конкретном случае, но чуть ли не от имени всей Европы. И правда, у него статус всего лишь президента Финляндии, но тем не менее, должностное лицо, что называется, к его словам надо относиться с должностным официальным вниманием. Ну, США удаляются и идут уже напротив евроценностям. Вот думал, евро чего, а евроценности. То есть евроценности уже перпендикулярны, ну, действиям, намерениям и вообще курсу США. Он об этом прямо сказал. Потом вы говорите про Макрона. Макрон – это один из тех немногих, можно сказать, почти редких случаев, когда я с ним вынужден согласиться. Потому что я припоминаю того времени, давно минувших дней, 2015 и даже 2016 год, ну, практически 10 лет, что называется, когда тогдашняя Германия и тогдашняя Франция стали проситься у победителей Второй мировой войны, Великобритании и США, чтобы была создана и евросоюзная армия отдельно от НАТО, потому что НАТО это, ну, естественно, не евросоюзная армия, а у Евросоюза, как политической формации, армии нет, и Франция, и Германия тогда обещали, что готовы скинуться сколько надо десятками миллиардами, не те там 3-5%, которые потом Трамп с них стал просить, а многими миллиардами. Естественно, тогда они получили по кумполу, им это было запрещено намертво, потому что стал сразу маячить так называемый союз угля и стали Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, то есть политическая субъектность, то есть симбиоз, то есть уже если у вас и вооружение будет собственно, то тогда НАТО действительно ни к чему. К этому моменту, 10 лет назад, они получили запрет. Сейчас эти разговоры опять начинают подниматься. Причем, что называется, звезды немножко сместились, они уже в другой конфигурации, так. И уже, ну, Трамп говорит, решайте сами. Главное, чтобы вы у нас покупали наши военно-промышленные вооружения. Мы за НАТО с 2027 год уже вкладываться вообще не будем. Мы давно вас об этом предупреждали. Вы должны, естественно, свои там взносы делать, как мы уже тоже комментировали только что. Решайте сами. И сейчас они действительно решают сами. То есть, помимо тех денег, которые вы процитировали, 90 миллиардов на 26-27 год Украине, из которых, заметьте, достаточно интересное условие. 60 миллиардов, то бишь 2/3 из этих 90 миллиардов, которые Евросоюз предоставляет, разрешает
но чуть ли не рекомендует Украине, чтобы она их потратила на закупку у своих собственных украинских производителей военно-промышленной продукции. То есть это прямое вливание, практически в технологиях и во всего остального на территории многострадальной Украины. А 30 остальные, 33, если быть точнее, процентов, то бишь остальные 30 миллиардов из этих 90 миллиардов, это займ. Это займ, это условия займа. Это не деньги, которые даем и рекомендуем, как их потратить. Это займ, а займ дается под условием, и это и есть условие. А 30 миллиардов нужно закупать военно-промышленные технологии и всего остального исключительно у Евросоюза, который дал эти деньги. 24 из 27 стран Евросоюза это согласились. 3 страны, очевидно, там Словакия, Венгрия, Чехия, естественно, намертво отказались. Я думаю, что до конца года, наверное, будут и другие, но это то, о чем я думаю. Когда вы сказали Дэвид Петреус, слушайте, Дэвид Петреус – это не просто высший военный. Дэвид Петреус – это бывший директор Центрального разведывательного управления, что чуть больше, чем просто какой-то, даже высокопоставленный какой-то кадровый генерал. Он любит там фоткаться с этими там генеральскими своими там формами. Трехзвездный, по-моему, генерал, он чисто такой армейский. Но он бывший шеф ЦРУ. Это не шутки. По поводу этой армии, кстати, в Евросоюзе есть, мягко говоря, жуткий раздрай. Потому что, опять же, достаточно не последнее должностное лицо, хотя с внешностью школьницы и с интеллектом вянущим растением, но все-таки Кая Каллас как-никак, простите уж, пожалуйста, она сказала: слушайте, по-моему, это плохая идея создавать Евросоюзную армию, потому что это будет путаница с НАТО, и будут проблемы, кто кем, чем, как руководит. Если Кая Каллас стала разбираться в армейских делах, и кто кем как руководить, и заниматься вопросами проблематики, руководством и командованием больших воинских подразделений, Александр, я молчу. Я скажу, я молчу, но я молчу не от уважения. Я молчу от отсутствия слов. И по-болгарски, и по-русски у меня слов просто нет. Когда Кая Каллас начинает что-то такое глаголить, я не знаю, брать микроскоп, брать лабораторию на исследование, брать психологов, психиатров, брать других специалистов. Мои ветеринарные квалификации недостаточные для этого, уж простите. Нет, Кая Каллас, конечно, отличилась, тут безусловно. Тут же Олимпиада в Италии. Так держать, так дышать. Да. И приехал Венс, там встретился со своими, побыл на открытии, и его на открытии освистали, да? Венса. А Кая говорит, это показывает, что вот есть европейский характер, вот европейские взгляды. Как хорошо, что его освистали. Так себе, конечно. Знаете, как бы нет большого ума сделанное заявление, давайте честно. Дальше Венс попер в Армению, и там такая странная ситуация на самом деле. Если захотите, скажите 2 слова по поводу американского интереса в Армении, Пашиняна, который его встречал. Тут понятно, там ядерные технологии, мирный атом, сотрудничество в сфере оружия на $11 миллионов, беспилотники Армения купит у США. Получается вообще очень интересная конфигурация, с точки зрения буквы закона. Получается, страна ОДКБ будет защищаться американскими беспилотниками. Это вообще что-то, какая-то какофония, то есть абсолютное что-то интересное, интересный эпизод. Но Европа, как мы видим, да, вот по вот этому свисту на трибунах в Милане, она же всячески демонстрирует антагонизм, да, по отношению к Америке. Сейчас вышли новые рейтинги Трампа, а представляете, появились рейтинги Трампа в Европе. И так вот там Словакия, Венгрия условно там окрашена зелененьким, и все остальное красненькое, в общем, везде падает рейтинг Трампа, не любят его, там, так, по крайней мере, демонстрируют и показывают европейцам, всему миру, что вот смотри, у тебя в Европе плохие рейтинги. Вообще, изначально мерить рейтинги политика другой страны за пределами его страны – это так себе занятие. Да, все сразу вспоминают рейтинги Путина зашкаливающие, например, там, в нулевых годах в Украине. Да? А кто об этом может подумать сейчас-то, в 26-м году? Но, тем не менее, может ли Европа, на ваш взгляд, да, пойти против Америки и вынуждена притулиться к России? На первой части вашего вопроса. Может ли? Может.
Правда, нужно как-то, во-первых, время действия звезды и другое руководство. На самом деле мы уже видим, как меняется руководство Европейского Союза по многим странам. Соответственно, таким образом до конца года могут наступить, потому что в этом году, опять же, выборопад, очень много выборов, которые могут очень много чего поменять, и, скорее всего, поменяют, я так думаю. Так что вот эти 4 там немножко красненькие страны, вернее, зелененькие страны, они, конечно, будут увеличиваться. Проблема Трампа не с его популярностью за Америки или в Европе. С этим все понятно. Вернее, это процесс управляемый, и там он может добиться на уровне трампомании сродни мании Битлз-мании, которая была там в 70-е годы 20 века. А у него проблема со внутренней популярностью. Там 39%, там меньше 40%. Там уже праймерис на носу. И там уже проблема, катастрофа с этим огненным катком под названием Epstein Files, Epstein Papers, как было Panama Papers в свое время, если помните, опять же, в этих 2017-2018 года. То есть были определенные выстрелы WikiLeaks, Panama Leaks и всякое такое. Сейчас Epstein Leaks. Вот эта стрельба этими определенными качественными интересными документами, они очень многих тронов и стульев сожгли, и очень многих должностных лиц отправили на политические покои, многих даже и не только на политические покои. Поэтому здесь у него другая проблематика. Может ли Европа действительно пойти против Трампа? Может, если действительно, во-первых, Европа уже деамериканизированная с военной точки зрения, то есть нет такого количества войск. Правда, они так их консервируют качественно, они действительно мастера. Я не иронизирую в этот раз. Я серьезно говорю, можно сказать, с воинской завистью говорю, потому что это действительно мастерство, отточенное у американцев, что они могут в рамках 48 часов наполнить их плотью, кровью и боеспособностью запросто. Они так уходят, чтобы можно было вернуться быстро, качественно и оперативно. И у них это действительно происходит. А количество точек, давайте напомню, на территории Федеральной Республики Германии до 89 года, до 90 года точнее, было 193 американских и 6-7 британских баз. После 90 года, к концу 20 века, осталось 90 с чем-то. 100 с чем-то они не рассосались. Они частично были перемещены в Восточной Европе, частично в других точках мира. И точки там, они законсервированы. Они опустошены с точки зрения наличия личного состава, боеспособности и всего остального, там, и расходов, естественно. А вот с точки зрения консервации у них все по порядку. Поэтому, если Европа будет создавать свою армию, на самом деле все логично. К 29 году Европа не то, что примкнуть к России, Европа должна воевать с Россией. И это не будет суверенным решением Европы. Например, у Америки есть такие интересные, скажем так, удаленные прокси защитники интересов. Например, в Ближнем Востоке это, естественно, Израиль. И там спонсирование, помощь, потому что там Израиль потом расплачивается определенным специфическим образом, совершенно экономически таким значимым, даже можно сказать, за всю эту от 4 до 6 миллиардную ежегодную помощь со стороны США. И Израиль вынужден быть спартанцами Ближнего Востока, воевать со всем этим враждебным окружением, для того, чтобы враждебное окружение, богатое нефтью, не забывало, что эту нефть надо отдавать именно США, причем на условиях США, для того, чтобы США не держали там свой собственный контингент. Вот вам государство, вы там занимаетесь. А то, что там мировые банкиры Уолл-стрит, и не только Уолл-стрит, они тоже еврейского происхождения, они там типа помогают государству Израиль. Это почти правда, но не всегда правда, потому что часть из этих громких, ярких и мощнейших еврейских банкирских кланов в мире, мягко говоря, недолюбливают государство Израиль. Есть такая ирония судьбы, или даже более чем ирония, сарказм, наверное, судьбы. Так оно и есть. Сейчас подробно об этом рассказывать не будем. А когда речь идет сейчас о Трампе и об Европе, ему достаточно, например, создать вот другие такие бойцы сопротивления против этой западноевропейскости, которая, если вы внимательно посмотрите, удивительным образом физические, географические границы этой западноевропейскости
совпадают с границами империи Карла Великого. То есть это каролингское ядро. То есть границы почти даже не поменялись. Поменялись многие названия, поменялись стили одежды, мода поменялась, технологии поменялась. А суть-то осталась. География – это приговор, география диктует, все остальное – геополитическое, геоэкономическое поведение всех этих стран. Так что Трамп будет делать упор на Восточную Европу в качестве надежного клина, который будет между Германией и между Россией. И этими функциями, если будет выполнять вот эта Европа, это, кстати, назывался план Интермариум времен Юзефа Пилсудского. В это время, в начало середины 20 века, 3 Йозефа вообще-то играли достаточно большую значимую роль, можно сказать, глобальную. Юзеф Пилсудский, Йосиф Сталин и Йосиф Брос Тито. Ну, там, по крайней мере, на европейской части континента. Там были и другие Йозефы, там Геббельс, по-моему, как у него, не Йозеф разве что тоже. То есть, интересное такое сочетание вот этих Йозефов. Иосифов, по-разному произнося все это. А потом этот план Интермариум, который был межморье от Балтийского до Черного моря, где должны быть страны, государства и народы, которые должны обладать двумя качествами, и их накачивали идеологически именно так, быть антирусскими и антигерманскими одновременно. Потом, 2016 год, расширили этот Интермариум, стали называть уже 3 моря, план Триморья, потому что включилось и Адриатическое море, то есть добавилось количество стран и народов. Трампу достаточно и вот эта полоса, которая намертво запретит Германии общаться с Россией, чтобы русские ресурсы, энергоресурсы и другие физические ресурсы не попадали в сторону Германии, чтобы германские технологии и все остальное научно, там, производственный, научно-технический потенциал не попадал на территорию России. Вот этот клин, если будет работать, Трамп готов на любые поблажки. Будет называть Путина другом, будет ставить его фотографию, будет называть его хорошими словами везде, где угодно, в том числе и ради личного удовольствия, чтобы дразнить европейцев. Главное, чтобы русские ресурсы, украинские ресурсы и русско-арктические ресурсы шли в правильных руках на правильные условия. И за это он должен сделать что? А практически ничего. Сказать, что мы снимаем санкции. Ну и все. То есть сказать ему снимаем санкции, это не стоит ему ни копейку, ни цента. Вообще ему ничего не стоит. Ну, хорошо, смотрите, это не стоит. А решение, например, территориального вопроса и вопроса украинского. И все как раз-таки упирается и подвязано в окончание войны в Украине. То есть вы видите, Европа говорит, закончится в Украине, там туда-сюда и начнется у нас. Мы не можем, и вот они вот это продлевают, эту историю всячески. А Трамп, получается, не имеет рычагов на Зеленского. Ну, получается так. Смотрите, там кто-то говорит, там коррупционные скандалы. Да след простыл, слушайте. Ермак, он себе как бы ходит по баням. Ермакствует, как и раньше, ермакствует, да. То есть, какие-то там выходят следственные комиссии парламентские, там, сенсационные заявления. То есть, понимаете, тут же тоже очень интересный такой момент и нюанс. Я как бы пытаюсь связать эти две вещи. Объявили вчера, что есть такой канал Newsmax, он республиканский. Он другу Трампа, олигарху принадлежит. В общем, там такой. Пока небольшой, но есть, да. Есть пока такой. И вот он филиал открывает в Украине, типа новостной канал. Вроде как, да, с весны этого года начнут вещание, аналитика, там, студии, наверное, там, да, какие-то, скажем так, новости. Понимаете, в чем дело? Зеленский еще за год до войны большой, да, 22 года, начал душить эту тему. Душить имеется в виду с какой-то плюс-минус свободной новостейной аналитикой. А тут мы видим вот такое сообщение. Пока непонятно, что там конкретно будет, да, что это будет за канал, будет ли, как он будет вещать, марафон, не марафон, то есть, ну, тем не менее, это ведь тоже какой-то сигнал нам о чем-то. О чем? Возникает вопрос. Прорыв информационной блокаде, это что, прям раз и свободное вещание начнется в Украине? А кто, собственно, покусится там, да, закрывать каналы, которые вот только открываются, тем более связаны с республиканцами? Ну, наверное, будут как бы душить, может быть, поодиночке тех людей, которые там придут туда работать, наверное. То есть мы не видим никаких инструментов американцев,
которые работают быстро, ярко и действенно. Наоборот, мы видим, что там Америка Старлинки помогает, да, там, чтобы россияне их не использовали, блокируют. Америка не прекращает разведданные. Америка вроде как, несмотря на свою риторику, да, говорит, мы будем продавать оружие. Да, пожалуйста, покупайте, европейцы, оружие, будем отправлять вам, а вы в Украину. То есть Америка в этой войне внутри. А Зеленского, ну, скажем, чем можно сейчас испугать, когда он финансирование получает, какое бы то ни было? Хватит, не хватит, это уже сейчас мы обсудим, наверное. Но, простите, то есть Америка, получается, не имеет рычагов на Зеленского или не хочет? Был такой анекдот. Мужик выходит на охоту, ну, там, в лесу, на медведя. И по ружью у него двухстволка. И видит медведь даже тоже его видит. И медведь мчится к человеку, к охотнику. Он стреляет первый раз, промахивается. Стреляет второй раз, промахивается. И в панике, в испуге говорит «бум!» И медведь падает. Господь Бог, что ли, где-то как-то что случилось? Ну, вот сработало ведь. А потом его хлопают по плечу, и за ним другой охотник с настоящим дымящим ружьем, потому что он попал. То есть, когда мы сейчас говорим о Зеленском, это не сила Зеленского, которая ополчилась Трамп. Зеленский – это мошка, это таракан. Это хитрость хромого таракана. У нас болгарская такая едкая пословица есть. В чем заключается хитрость хромого таракана? В том, что когда ты на него нажимаешь ногой, он плёкает, звук такой выдает. Вот это и вся хитрость. У Зеленского это все. Зеленский – это аватар Великобритании и коалиции желающих. Не было бы за ним Великобритании и коалиции желающих, у него не было бы даже поводов для обсуждения. Это столько времени, как мы ему посвятили после 28 февраля прошлого уже года. Потому что против Трампа это не просто какая-то, ну, английские острова, какая-то Великобритания, которая единственная страна в мире похожая, которая сама себя называет Великобританией. Правда, они называют себя United Kingdom, то бишь Объединенное Королевство, а почему-то мы их называем Великобританией и считаем, что это их вина, что мы их называем Великобританией. Они называют себя Объединенным Королевством. Ладно. Великобритания или Мелкобритания, кому как, на самом деле Великобритания, потому что это Commonwealth. Commonwealth – это 56 стран, 2,4 миллиарда населения, и бюджеты и валовые внутренние продукты, мягко говоря, составляют большую конкуренцию БРИКСу, если даже хотите, может быть, даже и за БРИКСом выходит. То есть Великобритания плюс 6 из самых немаловажных стран Европейского Союза, которые входят в эту коалицию желающих, ну, Дания там и Голландия. Голландия действительно значимая. Дания 4,5 миллиона, ну, там стратегическое другое, монархическое, можно сказать, европейское элитное значение немаловажное. Не будем сейчас немножко одним шагом в конспирологию, элитологию туда заходить. То есть суммарный вес коалиции желающих за Зеленским дает ему основание ставить палки в колеса и Анкуриджу, и 20-пунктному, и 28-пунктному, и всем остальным. И, как вы правильно сказали, ну вот, Старлинг отрубаем только для России. И сейчас российская армия прекратила наступление, потому что ослепла, потому что вот так, потому что эра не работает, потому что нельзя просто так, никак. Наступление продолжается, извините. Продолжается. И возле Гуляйполя, и в Ямполе, то есть темпы такие же. Кто-то их называет там черепашьими, кто-то еще какими-то, но темпы есть, да. Первая вот эта паника, которую там разводят, ну вот вчера мы видели сообщение о том, что с 3 направлений потужный контрнаступ Украина организовала и прет там же, на стыке 3 областей. Сложно там сейчас, потому что одни источники говорят, что, в общем, попытка засчитана, но успеха не достигла, потому что на 2 из 3 вот этих клиньев, или, как сказать, вклинений, да, ВСУ остановили. Там танки пожгли, уже есть подтвержденный австралийский танк, который, собственно, был уничтожен в попытке вот этого продвижения вперед. Понятно, что дроны, понятно, что... То есть
в общем, информация не подтверждена, да. Но Сырский же как говорит, 26-й год будет годом наступлений вооруженных сил Украины. Да, последнее, наверное, да. Сказать, что Старлинки там очень уж на это повлияли, возможно, как-то повлияли, но замена им есть. Молнии как летят, как летали, так и летят. Да, вот эти удары дронами как наносятся, так и наносятся. Ну, то есть, ничего не изменилось в этом отношении, как бы, и мы видим по последним сообщениям, что все идет в том же темпе и в том же направлении. А вот эту историю со Старлинками, может быть, как-то как бы, ну, перетопчется связь российская, потому что не Старлинками едиными там на фронте, и уже сейчас сообщают, что какие-то другие спутниковые приблуды для интернета уже поставили российской армии, и она, в общем-то, находит, так сказать, в кавычках, импортозамещение. Вы правы. Но вопрос количества, скажем так, ставит все точки над «и». Потому что сейчас действительно запускают 5 спутников для того, чтобы Эра и другие, как вы правильно сказали, альтернативные Старлинку средства должны работать, но качество связи на фронте зависит напрямую от того, от количества и от качества этих спутников. Я вам только 2 циферки скажу, остальное люди сразу поймут. Напротив этих 5 спутников, которые Россия то ли запустила, то ли собирается запустить, ну, допустим, она запустила. Для облегчения не будем придираться, мелочиться. У Старлинка есть 8 тысяч уже запущенных и запланированы 40 тысяч. То есть 8 тысяч – это в 400 раз больше. Соответственно, и связь быстрее, в режиме реального времени, и надежнее, и везде, и ловит, и работает. А с этими 5, ну, можете почитать телеграм-каналы, которые пытаются этим пользоваться. То, что периодически перерывами и с опозданиями, но все-таки что-то там есть. Что-то капает, как, ну, не то, что из самовара, из самогона, там, капельками, там, вот это самое, это есть. То, что, нельзя сказать, что этого нет. Это есть, но это не есть ручей, как должно быть, не есть поток, как должно быть. Кстати, когда вы говорили про Армению, про посещение, там, JDVS и все остальное, и дроны, шутки шутками, но Америка сейчас, опять же, в прошлой неделе новость такая интересная, уже то ли построила, то ли достраивает завод, где будет производить 300 тысяч дешевых дронов камикадзе. Если они не могут производить снаряды, то они взялись очень серьезно действительно строить дроны, потому что они прекрасно понимают, что вся дроновская война, которая там происходит сейчас на фронте, на 80, может даже и на 90 плюс процентов, это китайская продукция, либо условно китайская, потому что даже иранская продукция, то бишь шахеды, которые сейчас называются геранями, комплектующие, там, ну, неизбежно и обязательно входят именно китайские. Вот как раз Америка намерена этим импортозамещением заняться всерьез, причем действительно по-натуральному. И эти 300 тысяч дронов вполне вероятно действительно обеспечат насыщение и Европы, начиная с Армении, заканчивая со стран Балтии. Кстати, тоже немаловажный вопрос. Один из больших тигров, это тоже не ирония, это совершенно серьезно. С точки зрения производственной мощности и количественных, и качественных, и на уровне технологий, это Латвия. Не смейтесь, я не шучу. Рядом с Ригой, со столицей Ригой, есть там район, где аэропорт Марути. Там на Google картах в том числе можно смело найти вот этот завод. Мне специально из Риги друзья, которые там имеют какое-то отношение, отправили достаточно подробную информацию. Часть из этой подробной, публичной, можно сказать, информации висит даже на их сайте. Это тоже можно проверить. Если сравнить по рангу и по количеству, и по качеству, на это надо смотреть всерьез, хотя о Латвии разговаривать всерьез, это немножко несерьезно. Но об этих производственных мощностях, именно дронов Латвии, ну, к этому надо относиться серьезно. Поэтому работа идет полным ходом. Да, вы правы, там идет не просто наступление, там есть катастрофа под, в Василькове, там, где 11 искандеров рубанули, уничтожили огромное количество личного состава и молодых там будущих пилотов, которые уже никогда не станут не просто пилотами, никакими они не будут и так далее. То есть катастрофа, да, есть, и удары продолжаются. А вот наступление на земле, кроме там, где оно, грубо говоря, в зоне визуальной такой контакте, мы видим и стреляем,
это уже другое. Пока у них не появится надежная система связи. Кстати, они пока пытаются залатать вот эту дыру этими 5 спутниками напротив 8 тысяч масковских, они сейчас уже обратились экстренно, естественно, в тот же самый день, когда рубанули Starlink, к Китаю с просьбой воспользоваться именно китайскими системами, потому что Китай тоже насыщает уже космос, или там ближайший космос, своими спутниками, и они пока не догоняют Илона Маска, но они намерены кратно превзойти Илона Маска, и я думаю, что эта задача не из фантастических. Да, это потребует время, даже Китаю нужно на это время, но они будут в состоянии пока что, они постепенно будут давать вот этот переход технологический России для того, чтобы Россия восстановила, ну, грубо говоря, зрение, радио и интернет зрение, связь на фронте для того, чтобы продолжать заниматься тем, чем они и занимались. Но то, что это сразу отрубление Старлинка катастрофически сказалось на несколько дней на наступлении, это очевидно. С этим просто не стоит спорить. Получается, если мы, возвращаясь к главной теме, ну вот если, например, Россия требует от США ответа, ну, мол, ускоряйтесь, давайте, давите на Зеленского, давайте выполняйте свои обязательства Анкориджа, а Америка медлит, ничего не делает, то, судя по всему, мы же привыкли, что следующие условия будут хуже, чем предыдущие. Значит, сейчас будут оформлять условия хуже, то есть бомбить больше, двигаться вперед дальше. В Киеве минус 25 сейчас, и я не видел еще такой радости, когда в пабликах прогнозы погоды радуются, понимаете, разных. Ну вот, морозы отступают, но проблема-то в том, что морозы, даже если небольшие, даже если плюсовая минимальная температура, это тоже очень большая нагрузка на электросети. И никто, собственно, не церемонится, говорит Шмыгаль, министр энергетики, говорит, да, следующая эта неделя вообще будет критическая, будет света мало, люди выходят, протестуют в Киеве, в Кривом Роге, в Одессе, в разных городах. Но ситуация-то только будет ухудшаться с точки зрения энергетики. Получается неясно, на что расчет. То есть расчет на производство, которое будут на территории Европы, возможно. Расчет на то, что, ну, условно, местное мирное население там, в тылах, они вообще не представляют никакой угрозы для власти, на них особенно, ну, собственно, и обращать внимание не стоит. Но тогда зачем Зеленскому гарантии безопасности? И вот эта игра в эти гарантии безопасности. Лавров говорит, переговоры идут, но еще, в общем, ни конца, ни края, поэтому еще долго. И я так понимаю, что тема гарантии безопасности затягивает переговоры. Позиция и расстановка сил между Америкой и США затягивает переговоры. Получается, всю логику процесса подводит к тому, что все должно решиться на поле боя. То есть мы должны увидеть, для того, чтобы что-то перевернулось, ну, какие-то большие победы на фронте, например. Или какие-то большие прорывы, да, тоже, например. Или какие-то страшные удары, но здесь я ставлю запятую, потому что страшные удары идут, страшные удары уже были, страшные удары, и как бы на них мало кто обращает внимание. Поэтому... насколько уж страшнее уже, да? Нет, ну серьезно, то есть по каким-то там ударам, я не знаю, какой должен быть там цинизм, уже все в этой войне за 4 года уже было, поэтому остается только военная компонента и поле боя. Или есть еще какие-то варианты? Что думаете? Ну, есть вариант Куршевель, Буковель. Я думаю, что для киевлян, которые выше среднего достатка, не знаю, сколько койко-мест в Буковеле и в других там местах, но они смело могут махнуть и переждать конец зимы даже за рубежами, потому что я не шучу, здесь Зеленский, я читаю, рабства на территории Украины нет. Те, кто не подлежит мобилизации по возрасту, имеют право выезжать. Другие заявления. Вернуть же людей можно не призывами, а условиями жизни. Это даже не ирония, я не знал. И верой в будущее страны. Слушайте, я не знаю, что он употребляет. Вернее, уже догадываюсь. Люди возвращаются, когда видят перспективы. Согласен, а где перспективы? У меня нет времени ни на кофе, ни на блоги. Просто света не будет.
Ну, он вообще-то, понимаете, или Люцифер такой, то есть светоносный получается. У нас не было своей ПВО, но начало войны у нас было 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет. А в 90-х годах только в Киеве их было 250. Подумаешь, это Путин их стырил, это кто-то другой их стырил и уничтожил. Удивительно. Так что же делали с Украиной все эти годы? До него, конечно, только до него, и никто другой, кроме как это самое. Поэтому вы сейчас говорите, да, холод, я прекрасно понимаю. Но я думаю, что вот эта деэнергизирующая диета будет продолжать ухудшаться и дальше. И если весну можно встретить с такой радостью, ну, относительной, конечно, то есть хотя бы будет, возможно, более-менее имитацию жизни или спать дома, хотя бы поспать, черт возьми, 15 градусов, чтобы было. А лето, когда будет жара, и когда и вода, и насосы, и туалеты, и все остальное тоже не будет работать, чем это будет лучше, чем зима, когда люди погибают с холода, с мороза, а летом будут погибать, ну, понимаете ли, потому что я знаю, что киевская жара не меньше, чем болгарская жара. 30 плюс, 35 плюс, а до 40 градусов жары вполне себе бывает в второй половине июля, в первой части августа, а то иногда и до конца августа такое бывает. И если не будет генеральное решение, а я не вижу ни одного, кто занимается или кто намерен заниматься генеральным решением. Правда, за исключением, наверное, мэра Харькова. Харьков вовремя предусмотрели, сделали энное количество там дизельных генераторов, подстанций, всякое такое. То есть то, что они их там бьют нещадно и тоже уничтожают, это факт. Но с энергоподачей, с энергоразрушением в Харькове дела лучше, чем в Киеве, хотя бьют их чаще, чем Киев. Это вопрос качества менеджмента, качества управления, качества мер. Бюджеты Киева, естественно, самые большие. Больше нет, что называется. Ну, мэр Кличко, наверное, оказался боксером сильно лучше, чем мэром. Ну, вот так. Даже сравнивая с Харьковом. Тоже старой столицей какой-то Украины не в древности. Ну, смотрите, тут тоже какая-то затевается очень интересная игра. Ну, простите, пожалуйста, я не хочу там давать оценки там мэрам, тем более, что ну, прям налицо партия как бы Юго-Востока из вот этих мэров, которые выходят и говорят, ну, вот как Ким говорит, все там с жизни важнее, люди устали, Терехов там критикует, вот это все вот такие все прям политические заявления прям начались, понимаете? А потом в конце, ну, конечно, у нас кроме Зеленского никого нет. Я к чему это вспомнил? К тому, что вот мы, Украина, да, то есть нам Зеленский что говорит? Бумага по гарантиям безопасности готова. Ну, осталось только подписать. Ну, хорошо, бумага готова. А кто будет гарантировать выполнение вот этой бумаги, бумаги по мирным соглашениям, внимание, со стороны Украины? Вот Зеленский нам преподносил историю, что американцы якобы хотят свободную экономическую зону, развод войск ВСУ и Российской Федерации на 5, где-то на 5, где-то на 40 километров. Там внутри контингент какой-то иностранный, какой-то страны, да, там поддерживает порядок. И там налогов нет, в общем, Эльдорадо, красота, восстановление. И вот в контексте всех остальных пунктов, да, вот это вот райское место. Но давайте честно, а Украина может взять на себя ответственность это гарантировать? С какой властью? Ну вот с какой? Выбора нет. То есть никого не предлагается там, кем-то назначать. Вот эти все фишечки, а давайте пускай там будет управлять Совет мира во главе с Трампом. А где Совет мира? Песков вчера выходит, говорит, мы миллиард предлагали из наших замороженных активов на Совет мира. А что-то как-то не мычат, не телятся американцы. Им главное было объявить, Трампа назначить главным, все это красиво подписать, ну и все. Причем интересно, тоже такой маленький нюанс, да, геополитический. Совет мира, главный Трамп. Турки были, ну, тоже как бы, да,
в этой истории. А сегодня сообщают, что Турция хочет стать ядерным государством. И вот тут-то возникает очень интересный как бы такой казус. Турция, у нее разрешено только мирный атом, то есть, понятно, строить атомные электростанции. Она в ДСНВ, то есть договор о нераспространении. Но поскольку СНВ вот сейчас пробуксовывают, Россия говорит, мы будем исполнять, но давайте перезаключать. США говорит, да, давайте перезаключать, но там Китай, мы хотим их сюда втянуть. А в это время на фоне какая же главная претензия к Ирану? Понятно, там отпустите какую-то политзаключенную, это вот вчера, сегодня это все происходят, эти требования. Но претензия как раз-таки ядерные к Ирану. А под шумок турки говорят, ребята, а мир вообще опасный становится, вообще не пойми что. Получается, что нам тоже нужна своя ядерная бомба. Причем у Турции есть там царь-бомба огромная, там какая-то, в общем, неимоверная. Недавно тоже испытали, это было что-то, такое очень крупное. Но нужен фактор ядерного сдерживания. И поэтому министр иностранных дел Хакам Фидан как бы выдал, как говорится, на гора. Вот такие. Так, а какие тогда претензии могут быть к Ирану? Какие претензии могут быть к другим игрокам? Тут уже не скажешь, что это типа как Венесуэла на нашем полушарии. Получается, это не хаос. Это вот эта архитектура безопасности, которая она сама собой просто соберется в то, что получится, то и будет. Совета ж мира нет, ему ж миллиард не нужен. А знаете, какие ядерные центрифуги по происхождению у Ирана? Кто их строил и кто вообще-то первые ядерные мощности у Ирана строил? Соединенные Государства Америки времен Шаха. Поэтому все это оборудование, которое сейчас сильно напрягает и Соединенные Государства Америки, Израиля и прочее, это американское оборудование. А другое дело, что я для наших зрителей скажу, хотя я уверен, вы прекрасно это знаете, есть мирный атом, есть военный атом. Они отличаются только одним процентом обогащения самого урана. То есть, если небольшой процент не помню, там 3 или 5, или, может, до 20, там я уже не силен, процентов обогащения – это мирный атом, и с ним можно работать. А если выше, то тогда это уже военный атом. Однако, с военным атомом не обязательно делать единственное только оружие. С военным атомом ты можешь запустить его в качестве мирного атома, просто будешь получать сильно больше энергии, и он тебе более выгоден. То есть, страна всегда будет замотивирована иметь высоко обогащенный уран, не обязательно в военных целях, хотя если он сильно обогащенный, она уже, конечно, может это технологически сделать, а для того, чтобы произвести больше энергии, потому что мир уже является энергодефицитным, соответственно, энергопотребление увеличивается, все эти источники другие, там газ, нефть, органика, уголь и так далее, и прочие фасильные, они там, подвергаются международному пиратству, санкциям, ценовым шокам, ОПЕК плюс и всякое. То есть сложное дело. Лучше иметь такую ядерку, когда ты производишь, особенно для растущей по количеству населения страны и с растущей, с работающей промышленностью и экономикой, как Турции, им действительно нужна атомная электроэнергия. Раньше, во времен социализма, Болгария производила атомную энергию. Благодаря тому, что советские товарищи ее сделали, это было в Кузлудуе, сейчас потом стали строить в Белине, которые не достроили. И несмотря на то, что мы питали и кормили более 4200 больших промышленных предприятий Болгарии, промышленность – это самый большой потребитель энергии, не быт и не автомобили, именно промышленность, то мы продавали, потому что тогда были энергопрофицитные. У нас энергетикой тогда было хорошо, что водно-электрические, что теплоэлектрические, то бишь на угля, что атомные. Мы продавали Турции. И Турция поднимала, то есть стала развивать именно тогда свою промышленность. Потом, когда нас колонизация
под названием демократизация и прихватизация, естественно, уничтожили все, в том числе и энергетику, то Турция стала строить себе атомную электростанцию у врага НАТО, у Российской Федерации. Росатом это строит в Аккую, правда, они сильно опоздали, 12 лет уже как строят, что-то не достраивают, то есть у Росатома дела не как раньше, не тот знак качества, который был раньше, но не суть, но все равно строят, и все равно будет. Тем более это за счет Российской Федерации. То есть Турция действительно станет ядерной страной. Она не является страной по этому договору о нераспространении ядерных вооружений. Пока что на прошлой неделе это была тоже одна из острейших тем, которая даже обсуждалась и в Омане, и в Абу-Даби. То есть где Соединенные Штаты Америки в Омане обсуждали этот вопрос с Ираном, а в Абу-Даби обсуждали этот вопрос с Россией, потому что подходит конец срока, будем ли его перезаключать. Трамп, естественно, выходит чисто по-трамповски и говорит, нам не нужно продление и, скажем так, дополнение к этому уже существующему договору. У него есть там массу изъянов, несовершенств, анахронизмов, он уже не актуальный. Нам нужен новый договор на века именем Трампа. У него все должно быть именем Трампа. Мексиканский залив должен стать американским, а Зангезурский коридор в Армении, про который вы говорили, да, это уже коридор Трампа, а не Зангезурский коридор. Вот этот договор о нераспространении ядерных вооружений, новый, который хотят, что там новое, интересно посмотреть, пока никто не видел, тоже должен быть именем Трампа. То есть тема достаточно немаловажная, очень сильно немаловажная. Тем более, еще раз напоминаю, где-то в конце ноября 2025 года был заключен практически военный договор, либо соглашение, либо другая форма встречались, обсуждали и договорились сработать вместе на военном поприще 3 стран против Турции. Это Израиль, это греческий Кипр и Греция. И там уже симбиозным образом у Израиля самый большой и самый мощный военно-воздушный флот, но не самый мощный военно-морской флот. У Греции самый большой военно-морской флот и неплохой, но не самый большой военно-воздушный флот. У Турции, по отдельно взятый самый большой военно-морской флот и очень, естественно, неплохой военно-воздушный флот. Но против этих 3 стран, вернее, против их военного потенциала, силы, можно сказать, уже становятся почти измеримыми, и, скорее всего, бои будут происходить над воздушным пространством Сирии, либо в Средиземном море, в этом районе Левиафана, потому что газ, потому что Левантийское газовое месторождение самое большое в мире пока что разведанное. С этим все понятно, мы много раз это уже обсуждали. Это сколько там было? 3,42 триллиона разведанных кубометров газа и 1,72 триллионов разведанных кубометров нефти, где-то в 70 с чем-то метров выше, чем месторождение газа. В Средиземном море там есть. Поэтому все страны, мягко говоря, сильно заинтересованы решить свои энергетические проблемы, иметь запас, потому что, еще раз, энергопотребление увеличивается, а энергогенерация в мире начинает задыхаться. Все технологии уже становятся почти тупиковыми. Так что вопрос действительно заслуживает серьезную среднюю региональную войнушку с неизвестным пока что исходом, кто победит и кто получит более линейных километров побережья Леванты для того, чтобы эксплуатировать напротив вот эти месторождения. Я думаю, что это будет главная причина, а не все остальные там лирики и красотности, которые там рассказывают друг против друга. Так что Трампу там тоже нужно и вмешаться, и быть в периферии, и не потерять, и по возможности выиграть и заработать. Кстати, насчет заработка, там американские компании уже есть. Правда, британских компаний больше, то есть конкуренты американских там больше представлены. Но американские и израильские компании настолько, мягко говоря, неплохо уже воткнули свой хищный клювик, либо присоска к этим там недрам, что сейчас на 2026 год у Израиля, прокси Америки, есть заключенный договор на поставки именно этого же газа из месторождений Афродита и Тамар, которые израильские, на $100 миллиардов Египту. Египет будет покупать, хотя Египет тоже выходит на эту же Леванту, но он и Израиль будет это покупать на $100 миллиардов газа, чтобы израильский бюджет почувствовал себя хорошо. И если потратился там на эту иранскую войнушку, если сейчас ему придется тоже потратиться на эти удары, которые предположительно, с моей точки зрения, будут в пятницу, либо в ночью напротив пятницы, либо в рамках Дня пятницы. Слушайте, а вы... сознанием дела, тут просто сообщили недавно, что какой-то человек поставил, что сегодня будут удары нанесены $100 тысяч.
И, соответственно, кругленькую сумму может уже отхватить, так сказать, на этой ставочке. Не будет сегодня, не будет сегодня. Смело можно ставить. Я бы и ставил, если были бы лишние. Дайте мне, где это там аукцион, я готов кинуть, ну, не 100 тысяч долларов, там какую-то скромную сумму, потому что 100%, я знаю, будет не раньше пятницы, и будет, скорее всего, именно в пятницу. Вот сейчас. Как это повлияет на украинский трек, как вам кажется? А сразу, естественно, все забудут об Украине, и минимум на недельку, скорее всего, на 2. Ну, в этот раз может быть даже короче, чем 12-дневная война, потому что то, в чем я уверен, что Америка и Израиль не будут бить по 3 самым главным энергетическим и финансовым точкам Ирана, которые самые главные для Ирана. Это порт Бандер-Аббас, это остров Харк, и это рафинерия самая большая, огромная, которая, можно сказать, ну не у устья, ну недалеко от устья, уже совмещенные реки Тигр и Ефрат, Бандан, Кингис, забыл, как ее там, ну там какое-то название. Так что эти 3 пункта не будут бить. Они будут бить военные объекты, они будут бить по пусковым установкам, они будут бить по руководству Ирана, будут пытаться уничтожить максимальное количество руководителей КСИРа, как в прошлый раз, и по возможности Рахбара и Аятол. Вот это они сейчас постараются. Причем искренне и лично, качественно постараются. Но по этим 3 энергетическим пунктам, по экономику и по деньгам бить не будут, потому что одно из больших намерений, даже не желаний, это уже тоже могу смело сказать, хотя не могу тыкнуть пальцем, откуда и как это знаю. Одно из больших намерений США – это заставить Иран прекратить давать нефть Китаю, давать его Соединенным Штатам Америки, даже с небольшой доплатой. Ну, с небольшой что означает? Например, если Китай закупает сейчас на 40-45% из публичной, вернее, из средней мировой цены, они добавят, накинут там, неизвестно, от 1 до 5%, не больше, что все равно будет означать, что будут продавать на 50% ниже, чем средних мировых. Ну, Америка будет забирать вот эту нефть, и Америка будет его складировать, благо, чтобы не попадало в Китай. То есть санкции будут не продавайте Китаю. Вот и все. Да, Давайте приходят новости, кстати, очень интересные по поводу визитов, да, на этом фоне американцев в Европу. Значит, Рубио посетит Словакию и Венгрию 15-16 числа, заявили в Госдепе. В Братиславе обсудит региональную безопасность, укрепление двустороннего сотрудничества, модернизация вооруженных сил Словакии тоже в повестке дня. В Будапеште стороны сосредоточатся на укреплении двустороннего сотрудничества, там, содействию урегулированию глобальных конфликтов, энергетика тоже. В Госдепе подтвердили, что Рубио также в Германии будет с 13 по 15, то есть в Германию, потом в Венгрию, Словакию. Очень интересный такой тур Рубио. Ну, это работа, в принципе, его, но тут на фоне вот этих всех напряженностей тоже так выглядит интересно. Будем, конечно, наблюдать за интересами Америки в Европе. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования и перейдем к вопросам зрителей. Считаете ли вы, что США вновь обманули Россию в Анкоридже? 3% нет. Обещанного просто полгода ждут, поэтому скоро все закрутится. 15% многоходовка, не так все однозначно. 29% никто не знает, что было на Аляске. И 53% да, и так у них всегда. Вот такие итоги мы имеем по нашему голосованию. Что скажете? Я не согласен только с большинством, с этими 53%, потому что, ну, еще раз, там все, честно говоря, по интересам все сделано, поэтому здесь чего обманывать? Я тебе не дам, я у тебя возьму, ну не получится, это просто, это другой масштаб, я понимаю, не буду с этим спорить. Кстати, вы интересную вещь сказали по поводу Марко Рубио. Я вам честно скажу, последние полгода я уже жутко переживаю, что сотрудники, причем высококвалифицированных профильных специалистов с многолетним опытом Министерства иностранных дел Российской Федерации или Государственного департамента США, они почему-то либо не удел, либо без работы, либо вообще-то не пользуются их высочайшей квалификацией. Это я без иронии в этот раз уже говорю. То есть всеми этими главными вопросами, на которые выделяются огромные госбюджеты, на поддержку всего этого аппарата, который есть и у тех, и у других, решаются торгашом, странным чуваком под названием Кириллом Дмитриевым, который вообще никакого отношения ни к какому МИДу не имеет.
не менее Нет, странным подождите. под названием Стивом Витков, Они который вообще тоже... очень странные чуваки, понимаете, все. А Руби, он поехал по Европе, понимаете? Ну, поработать решил. А все договоренности через какие-то другие институты спецпредставителей. А там нет института, там есть спецпредставители, которые только разговаривают. Они не имеют права подписи ни на одном документе. В конечном итоге опять будет либо указ Трампа, либо там Марко Рубио скажет, что будет подписан указ Трампа. Вот в конце концов опять так оно и будет. Так что хорошо, что поработал немножко. Значит, давайте режим Блиц. Вопросы от нашей аудитории. Всем большое спасибо, что поставили лайк. Поставьте, пожалуйста, если еще этого не сделали. И поехали из клуба зрителей. Вопрос от Анны. Вопрос уважаемому Пламену. Уже открыто заявляют, что намерены стать энергетической сверхдержавой американцы. Покупать энергоресурсы у США по их расчетам должна Европа. И уже покупает. Пересели с дешевых российских на дорогие американские энергоресурсы. Это длинный тренд. Он не прекратится с приходом демократов. В Европе это осознают? И какие настроения сейчас? Ведь зависимость от США, энергетическая, военная, финансовая, гораздо жестче. Получается, что Путин был прав в нулевых годах, когда предложил Европе дружбу и сотрудничество, а американцев слегка задвинул, а Европа предпочла сотрудничать с США. Ну, это немножко упрощенное, скажем так, описание, хотя доля правды здесь есть. То есть Путин действительно не просто предлагал, но там имелось и намерение, и желание, и готовность, и инфраструктурная готовность. Не просто так строились Северный поток-1 и 2, не просто так строился газопровод «Дружба» в советские времена, который из Ямало-Ненецкого автономного округа, там из Уренгоя даже, где самое, ну, не будем исторически сейчас вспоминать. Правда, Советский Союз был переговорщиком сильно лучше, потому что Советский Союз сделал так, что это было построено, у Советского Союза закупали именно капиталисты, то бишь Западная Европа, то бишь идеологические враги. Мало того, Советский Союз взял кредит тогда формально у банков Федеральной Республики Германии. Банки предлагали 12%, Советский Союз сказал ни за что и сошлись на 7,5%. Причем Советский Союз деньги не потратил и не брал. Договорились, что за Федеральная Республика Германия плюс американцы, не американцы, а Siemens. Siemens сделали компрессорные станции, а другие компании федерально-германские сделали трубы высокотехнологические, кстати. И они их проложили, а за всем этим Советский Союз расплатился именно количеством газа своего. То есть живые деньги он за это не отдавал. Сейчас, когда строили Северные потоки 1 и 2, Российская Федерация потратила, мягко говоря, больше 12 миллиардов. Просто так, вот так вот. И сейчас, когда их взрывили, и безопасность обеспечить нельзя, и ничего там сделать нельзя. Европейцы прекрасно понимают, что из этой так называемой российско-украинской войны, которая на самом деле внутренняя, чисто русская, гражданская война, внешне управляемая, но гражданская именно война, один из самых больших, скажем так, проигравших – это именно Европа. Европа деэнергизировалась, Европа деиндустриализировалась, Европа наполнилась другим населением, нету сил институциональных и административных справиться с этими нашественниками, это просто инвазия по сути своей, троянский конь, и не конь, это табун лошадей, что называется. И Европа разоружилась, потому что все, что производила, она была вынуждена отдать туда. Так что у Европы проигрыш, мягко говоря, по абсолютно всем контурам. Ситуация не такая катастрофическая, как на территории Украины, но идет ровным ходом именно в ту сторону. И без войны, кстати, там тоже было прекращение энергоподачи, то есть энергийный режим, не купаться, не мыться, летом не больше, там сколько там было кондиционеров на сколько градусов. Коротко говоря, там катастрофа. Потому что в Европе есть европейцы, европейские технологии, европейское образование, европейская история, европейская архитектура и много чего европейского. Но и ресурсов природных, черт возьми, нет. Когда делали союз стали и угля, это было непосредственно после Второй мировой войны, в Рурской области и вообще-то в Франции было, там и в Швеции были какие-то там ресурсы, от которых можно было сталь, уголь, там производство и всякое такое. Сейчас уже этого нет. Сейчас, наверное, больше угля есть в Великобритании,
Так, на минуточку. Ну, не то, что много, а что в Европе мало. И у Европы должны быть какие-то энергетические внешние подпитки. Без этого никак. Европе просто запретили, и даже взрывили, и перерубили, перерезали возможности нормальной поставки нормального энергийного источника. Сейчас еще хуже. Европейцы именно поэтому, мягко говоря, разделяют Yankee go home, то есть европейцы искренне и лично ненавидят своих элитов, искренне и лично ненавидят американцев конкретно. Меньше британцев, удивительно всегда, американцев, хотя здесь в последние пару-тройку лет британцы больше мучат, но народ европейский, он привык ненавидеть одного, ненавидят американцев. Почему? Потому что американцы сказали: отказывайтесь от российского трубного газа, который на 67% дешевле, чем наш, сжиженный, и будет вам счастье, по крайней мере, вы будете политически, идеологически правильно и демократически так. Однако, оказывается, у самой Америки вот эти там технологии фракинга и добычи сланцевого газа, от которого потом там его сжижать и вся, а у них это истощилось, и у них расчеты оказались неверные. Им не хватает. Поэтому они не готовы уже отдавать. Европа осталась и без русского, и без американского, пусть и более дорогого газа. И что прикажете делать? А вот назревает катастрофа натуральная. В этом году еще раз будет выборопад, поэтому посмотрим по итогам. И, скорее всего, мы с вами это будем обсуждать подробно. Будет что будет. Угу. Добрый день. Уже всем надоела эта война, и конца ее не видно в ближайшей перспективе. Все чаще в России начинают говорить о ядерном ударе. Как вам кажется, не лучше было бы еще в начале этой войны нанести ядерный удар, например, по Жешеву, который является хабом в поставках оружия? Зачем тогда вообще нужно ядерное оружие? Разве не для того, чтобы спасти сотни тысяч жизней, как в случае с Америкой и Японией? Спасибо, Дмитрий. Население Жешува – это очень маленький город, это люди, как мы с вами. Их никто не спрашивал, они это не одобряют, их это сильно напрягает. Это люди именно, если хотите, нашего же народа. Поэтому бить, пусть и тактическим ядерным ударом, туда я ни за что. Я за то, что в прошлый раз уже подробно расписывал. Бить по всем точкам входа, логистическим точкам входа на территорию Украины, между Польшей и Украиной, и бить нещадно по всем складам. Именно складам, не ядерным. Но есть Искандеры, есть Орешники, есть там Тополи, есть там всякие другие там звери, Сармат и прочее, и так далее. И если все это есть, чего вообще-то людям погибать на передней линии фронта? Зачем убивать целый город, когда можно решить конкретно, как положено? Американцы, кстати, всегда именно так и стараются воевать. Более того, израильтяне, хотя сейчас все говорят: ой, ужас, геноцид Газы, ну идите там, покажите, как в Газе по-другому там воевать. Правда, там уже почти дело уже решено, не суть. Они тоже старались. Как бы ты ни старался, хотя бы вот так. А чтобы рубануть так просто по городу Жешеву, они-то в чем виноваты? Эти несколько сот тысяч человеческих жизней и душ. Неправильно это. Надо работать с умом. И надо давать эти советы со стороны, либо вопросы, только если человек военный, минимум в статусе капитана, по возможности старшего офицера, служившего, либо который сейчас служит в армии. Лина Востроилова, вопрос. Зачем люди поддержали Майдан? По незнанию или по когнитивным способностям? Логично, что коллективный Запад поддерживал ту часть, которая выбрала революцию, а Россия поддерживала тех, кто не согласился. В итоге Запад поддерживал одну Украину, Россия иную. Вопрос, что сейчас является Украиной? Те, кто поддержал европейский выбор, или те, кто против? Почему люди поддержали Майдан? Потому что была, скажем так, истерическая накачка информационной среды, дезинформации, что такое Европа, как это будет и как нас туда примут именно с кружевными трусиками и всякими остальными там прекрасностями, с гей-парадами, 37 полов и все остальное хорошее и желаемое всеми нормальными, якобы традиционными людьми, что называется. То есть народ был доведен до, мягко говоря, коллективного умопомрачения в достаточно большом количестве. Не большая часть народа, а достаточная часть народа. Потому что, поскольку в городе Киеве чисто русский город, более русский, чем Москва, не хватало, скажем так, таких настроений, их физически, механически, бройлерными партиями привозили для того, чтобы получить необходимое количество боевиков и ненавистников народа своего, любителей бандеровщины, Шухевичей и всего остального, для того, чтобы получился вот этот кровавый замес, и эту кровавую кашу они
сколько месяцев варили? Ноябрь, декабрь, январь, февраль. 4 месяца до 21 февраля, когда была бойня и резня, 4 месяца эту кровавую кашу варили. Потому что сначала люди вообще не хотели этим заниматься. И поскольку местные не хотели, туда их привозили. А потом, когда началось вообще это противостояние с народом Донбасса, с Луганской и с Донецкими областями, там тоже не местные хотели воевать. Не вот эти, которые против них направляли, они тоже не хотели. Ну, пришлось опять подключиться, скажем так, внешними силами, потому что неизвестно, кто были пилотами в этих самолетах, которые бомбили Луганск, которые бомбили станицу Луганской. Правда, известно те, которые поджигали Дом профсоюзов 2 мая в Одессе на Куликовом поле, которые убивали, добивали. Это, конечно, были звери, которые не заслуживают человеческого определения, хотя некоторые из них сейчас и в Раде состоят. И это не означает, что от них должно быть снят знак «не люди». Это категорически не люди. Так что единственная вина этого народа тогда, именно народа, а не населения, и не антинарода, потому что там на Майдане выиграл антинарод благодаря внешней подпитке, внешнему управлению и вообще-то всеми внешними рычагами. Где был, кстати, штаб во время Майдана этой троицы, и не святой? Тягнебок, Кличко и Яценюк. Где был штаб, где они вообще-то? Танковый номер 5, который сейчас Сикорский номер 5. Там они ходили, там их снимали, там их обучали, там их инструктировали, там даже переговоры с Януковичем были. Если кто-то забыл, так на минуточку, кто был главным оператором всех этих процессов. Это вопрос не просто печеньки, это не вопрос просто Джеффри Пайета. И это не вопрос этих неизвестных снайперов, которые так аккуратненько и тем и другим, чтобы вообще-то максимально кроваво все было. Нет, вон там эту кашу варили. Так что, ребята, когда это самое не забудете, вы должны понимать, что там все то, что сейчас мы обсуждаем, было заложено настолько неизбежным образом, что дальше этот процесс ядерной цепочной реакции можно было только либо ускорить, либо замедлить, но нельзя было его отменить. До того, как не будет вся территория Украины либо России, не под Путиным, неизвестно под каким пока что, но Путин это не сделает, потому что не может, не хочет и оставит опять недоделанное дело. Пока она не станет Россией, либо пока Россия не рухнет и не будет уничтожена, пока что это тоже не светится в силу очевидных обстоятельств, в том числе и Америке не нужен другой, кроме Путина. Ну, Трампу не нужен другой, кроме Путина. Путин является гарантом допуска к территориям 4 областей, на территории Украины, он же является гарантом к допуску на территории канонической России, и он же является гарантом допуска к к русской Арктике. И за этот допуск Америка ничего не должна сделать, кроме как снять санкции и опять же управлять всеми этими процессами в России. То есть это будет неофициальная, но глубокая институциональная колонизация России благодаря Путину. И именно поэтому Путин им нужен как это называлось-то, кем был этот Кох, который в Минске заседал? Нет, ну смотрите, вот вы понимаете, это, конечно, звучит это все очень красиво, однако... Как раз наоборот, некрасиво. Нет, ну так давайте будем откровенны. Если бы был бы в этом план, то уже бы быстро надавили на Зеленского, уже быстренько бы Зеленский все бы подписал, уже бы быстро сошлись бы на этих всех компромиссах, выводили бы сейчас бы подвои и коалиция желающих. Так а при чем коалиция желающих? Потому что с ними не поделились. У них украли 100-летние договоры, у них украли право на эксплуатацию недр Украины, у них украли право на эксплуатацию вот этих 4 областей, которые сейчас Россия завоевала. Пока Трамп не скажет, я поделюсь с вами, вернее, от имени клуба триллионеров, вот этим правом допуска к недрам Украины, России и российской Арктики, они не отстанут. Они будут подпирать Зеленского, потому что у них у хищника отобрали кусок мяса, который он уже начал лизать. То есть получается, что война идет между Россией и Европой за то, кто будет любимой женой у Трампа. Судя по вашей логике. Получается, что война идет за то, чтобы ресурсами Украины, России и российской Арктики поделили англосаксы с обеих сторон Атлантического океана, причем на стороне британских англосаксов это и дополнительные северноевропейские страны, коалиции желающих из 6 евросоюзных стран. То есть они должны договориться. Как Уолл-стрит договорится с левым берегом Темзы, с лондонским Сити, так война, вернее, огонь сразу прекратится, если не в тот же день, на следующий день.
Они должны договориться. Зеленский – это аватар, это прокси, это говорящая голова коалиции желающих. Без коалиции желающих Зеленский – это вопрос полчаса. Давайте несколько вопросов из чата нашей трансляции. Спасибо большое, что пишете. Виталий пишет. Уважаемый Пламен, если Мюнхен 2007 был пониманием неизбежного конфликта, то какие конкретные шаги Россия должна была сделать тогда, чтобы не прийти к 14-22, и почему эти шаги не делали? Я опять скажу непопулярную, особенно для Российской Федерации, вещь, особенно для турбозет-патриотов, но у меня есть на то определенный список аргументов, которые сейчас мы в блиц-режиме, поэтому подробно повторять, либо излагать их не буду. Потому что Путин, если внимательно посмотрите его слово тогда, 2007 года, сказал одну такую вещь, которая сразу показала, что он плохо разбирает и плохо понимает правила игры и где он находится и что происходит. Он сказал, ну, если у нас есть такие сейчас большие финансовые возможности, то мы можем это сделать. Слушай, Путин, откуда у вас взялись вообще-то эти большие финансовые возможности? Нефть 140-120 баксов за баррел, и газ, ну, там Европа все это прекрасно покупает. А кто тебе это разрешил? Кто? Ты управляешь ценами, ты управляешь потоками, ты управляешь процессами. Нет! Тебе тогда все еще разрешили, потому что ты был уходящим президентом в 2008 год, ты должен был передать власть Медведеву, и Медведев этот курс на согласие с Западом полностью соблюдал за все эти 4 года. Именно поэтому 2012 год, когда им стало понятно, что он будет нарушать Конституцию, не будет сменяемость власти, а будет возврат к власти, они стали постепенно обращаться к нему, и всего, скажем так, цитируя его собственные слова, нас кинули, нас обманули, нас надули и всякое такое, и так сотни раз, много раз это признавалось. То есть, если он тогда еще понимал, 2007 год, что Европа нечестно играет, натовцы и западенцы нечестно играют, он должен был понимать, даже не на уровне какого-то ГБшника, даже не на уровне нормального, более-менее опытного, более-менее взрослого человека. Тогда нужно было сразу заниматься вопросом собственного эмиссионного центра, финансово-экономического суверенитета России, восстановление предприятий, а не уничтожение. Времен Путина было уничтожено 72 тысячи большие промышленные предприятия России. Сейчас кому поддерживать вот этот военно-промышленный комплекс, кому стругать вот эти снаряды, когда эти ПТУ, 15 с чем-то тысяч, были закрыты времен Путина, и там у этих станках работают люди моего возраста, потому что у нас была такая квалификация. А он это допустил, он это не понимал. Я не знал, кто у него были советники. Я понимаю, что он сибарит, сладкая, вкусная, шикарная, люксозная жизнь, но ты к земле вообще-то не присмотрелся. Ты по России чесал меньше, чем я чесал. Мне легче посчитать те города России, где я не был, большие, за 20 лет. А он за 25 лет, ну, там известно где и как. Новогорево, там Геленджик, там Валдай, там 4-5 точки, ну и все дела. И что вы меня вообще-то тратите время, чтобы я не мог плавать в своем бассейне какими-то другими там государственными делами. Он не понимал и сейчас не понимает. Сейчас он просто обижен. Поэтому он эту войну не может выиграть. Он, если тогда не понимал, и очевидно, после этой встречи сейчас 4-часовой, когда он отвечал на вопросы, там тоже стало абсолютно понятно, что он не понимает, что такое экономика, не понимает, что происходит с российской экономикой, не понимает, что происходит на войне, не понимает, что происходит в России. А там, где понимал кое-что, врал, и это было очевидно, что он врал. Ну, с таким человеком, ну, как сказать, до Рейхстага не дойти, до Брюсселя не дойти, до Лондонграда не дойти. Не получится. Из двух Владимиров я продолжаю выбирать Александра Григорьевича, который. Так, значит, вот такой еще вопрос для вас от Александра Леонова. Недавно в Москве принимали делегацию ОБСЕ, которая уже себя дискредитировала Минском. Допускаете ли вы, что делегация – это ширма, и была встреча представителей Европы? Ну, конечно, теоретически это возможно. Хотя я думаю, что такая вероятность чисто теоретическая и статистически пренебрежимо мала. Я думаю, что, по крайней мере, хотя бы ОБСЕ, Россия или российское руководство, либо, по крайней мере, политтехнологи и советники Путина в этот раз ему скажут, ну, шеф, ну, угомонись, ну, те же самые тебя надули, нас обманули, ну, хватит уже. Зачем они тебе? Что они могут сделать, ОБСЕ? Что могут за базар отвечать?
Так вспоминайте хоть одно их слово, которое потом они действительно осуществили, за базар отвечали, и дело было сделано. Нет такого. И не будет. Поэтому они здесь хорошо, пожалуйста, погуляйтесь и уезжайте. Вот аэропорт Шереметьево и прочее, как хотите. Хотите пешком, хотите самолетом, ваши дела. Я бы на его месте примерно так же. Но если он сделает это по-другому, ну уж извините, значит, подтверждается и приумножается тот диагноз, который сильно непопулярный, но, на мой взгляд, научно обоснованный. Что такое солнце наше, что называется, Владимир, который кремлевский? Ну, извините. Видели ли вы в Москве, что происходит? Ведь все начиналось еще в 90-х. Украина, антироссия. Виктория пишет вам такое сообщение. Ну, не то, что Украина антироссия. Там была, конечно, встреча с автором произведения под названием «Украина не Россия», президентом, который, если кто-то забыл, Украиной, из всех предателей Советского Союза, предателей, скажем так, и присяги в том числе, потому что несколько из этих, которые там не просто присягали, но потом были фигурантами в качестве президентов Украины, они хотя бы были служившие люди, в отличие от президентов Российской Федерации. Последний, который действительно служил в армию, присягу давал, но, естественно, все были членами КПСС, и они тоже присягу давали. И все эту присягу нарушили 8-9 декабря 1991 года в Вискуле, в Беловежской пуще, в год, когда был проведен всесоюзный референдум 17 марта 1991 года, на котором 70 плюс 73 или 77% тогда из Украинской Советской Социалистической Республики проголосовали за сохранение Советского Союза, а не за отделение Украины от Советского Союза. Соответственно, с остальными абсолютно то же самое. Так что от предателей, ребята, чего обсуждать произведения, мысли и книги, и вообще-то послания предателей. Они все будут делать именно так, чтобы это происходило. Чтобы брат против брата, Александр против Александра, Алексей против Алексея, Иван против Ивана, Петр против Петра и так далее по списку. Ну, чего здесь обсуждать? Блиц-свеч, нет? Угу. Значит, Пламен, вопрос по стриму. Почему Китай должен вступить в новый ядерный договор, если там запрет на производство, а боеголовок у них в 10 раз меньше? Очевидно, что они могут победить в этой гонке без договора. Кстати, И да, и нет. Потому что у Китая сейчас, во-первых, есть процесс производства этих боеголовок. По-моему, то ли опять на прошлой, либо на позапрошлой неделе я видел цифру 1500 уже боеголовок. Правда, не знаю, какой мощности, потому что это тоже имеет значение. Но Китай себе поставил в задачах тоже произвести несколько десятки тысяч. И я не знаю, какие у них производственные мощности именно по этому направлению, но знаю, что Китайская коммунистическая партия, в отличие от любой другой капиталистической партии, обладает производственным потенциалом сродни мобилизационной экономике Сталина. Соответственно, если они действительно поставили себе такую задачу, они любыми путями, скорее всего, это сделают, потому что они уже построили самый большой военно-морской флот, больше, чем 7-й американский, больше, чем 7-й американский со всеми остальными союзниками, и больше, чем, наверное, почти все остальные военно-морские флоты мира. То есть, если они за, мягко говоря, 10-15 лет такое уже настроили, это означает, что у них со скоростью производства, в том числе и высокоточных, и высокотехнологических военных произведений, дела на самом деле обстоят, наверное, выше и дальше, чем у самых высокотехнологических стран, типа Япония, Южная Корея, Америка, Великобритания и так далее. Я думаю, что Китай это сделает. А для Китая это жизненно важно. Потому что единственный способ Китая оставаться таким мощным, нарастающим, ну, скажем так, идущий вперед, как огненный дракон дышащий, Китай – это Тихоокеанское побережье. Если им закроют их, если их заблокируют, если им закроют главные акупунктурные точки, через которые неизбежным географическим образом должны пройти все китайские танкера, например, Малакский пролив, там, где Сингапур, то бишь неофициальная Великобритания, потом, естественно, Баб-эл-Мандебский пролив, где тоже там вход в Красное море, там и хуситы, и всякие, и сомалийские пираты, и американцы, и британцы, и всякие такие, потом Суэцкий канал, либо
мы с доброй надеждой, а потом все равно Гибралтар, то есть опять Великобритания. То есть, если все это учесть, кстати, Панамский канал тоже, да, уже известно чей, если хочешь вообще-то там торговать, то есть Китай, если они будут закрывать, Китай будет вынужден войти в драку. Правда, я не уверен, что Китай победит, даже если у него будет кратное военное преимущество, потому что я не припоминаю ни одну внешнюю успешную китайскую военную, ну не то что операцию, войну. Ну так, понимаете, это задача, чтобы не пришлось попробовать. Да. На это и весь расчет. Понимаете, в чем тут тоже такая история? Все такие умные, все вот это вот говорят, вот, там Китай что-то проиграет, Китай там то, Китай там все, он проиграет, у него же там все китайское, ну, с техники и авианосцев. Смотрите, корейцы показали себя в Курской области? Корейцы. И никто же, ну не то что, смотрите, нет, понятно, были потери, да, там потери, повезли, похоронили с почестями там у себя. Но они как бы попробовали вот такой новой войны на зуб. Я уверен на 100%, что китайцы все знают досконально в военном смысле этого противостояния. Раз корейцы уже, в общем, побывали в Курской области и повоевали. Плюс еще там, вы помните, это просто никто не педалирует на этом. У нас же какая сейчас история? Как китайцы знают, что такое новая война, и отправляли туда добровольцев, их снимали там в Луганской области, их снимали еще кое-где, и об этом как бы попытались крикнуть украинские, ну там МИД, вот эти все, и быстренько заткнулись, чтобы, ну, не будет лихо, пока тихо. Вот ровно так же, как и вот эти западные товарищи. Там бывшие военные, действующие военные, отпускники тоже сбиваются в разные иностранные легионы. Сегодня новость прошла, Ле Монт написала, что как-то распустила Украина иностранный легион, один из интернациональных вот этих легионов, и те как бы расстроились солдатики и поехали домой во свояси. Им там предложили какую-то историю с ПВО. То есть страны, это к чему говорю? Страны, они учатся на этой войне. Более того, некоторые уже умеют, да, и некоторые, понятно, в ограниченном количестве. Но ведь из этих людей получаются инструктора. Поэтому, когда мы говорим, о, китайская армия слаба, они там ничего не понимают, ну, как бы не совсем так. Страна, которая проектирует космический авианосец, ну, то есть на орбиту запускается нечто, которое выстреливает беспилотники в любую точку Земли, да, вот прям с орбиты. То есть как уже звездные войны начинаются. Буквально. Поэтому тут говорить, что вот ну, лучше не пробовать, понимаете? Лучше-то не пробовать вот это, как бы на практике, как выглядит. Ну, давайте еще один вот такой вопрос от нашей многоуважаемой аудитории. Как вы считаете, можно ли рассматривать как вариант миротворческий контингент стран СНГ, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан на территории Украины? Честно говоря, это было бы очень разумно, и я боюсь, именно поэтому такого не будет. Потому что народ там, естественно, русскоязычный, он выглядит совершенно различно и от русских, и от украинцев. То есть, наверное, именно поэтому такая перечень была предложена. И украинцы, и русские не будут как-то норовиться с ними там сражаться, ругаться. То есть, я понимаю, расчет достаточно мудрый и правильный. И вполне вероятно, они, наверное, единственные, которые мало-отмалски годятся в качестве такого контингента. Но, опять же, я не думаю, что у них, во-первых, им будет разрешено, во-вторых, даже если будет разрешено, что меня очень сильно удивило бы, у них нет такого количества. Александр, 2000 километров линии фронта. Но даже если 1500, если даже хотя бы 50 человек на линейный километр, хотя бы 50. Мы умножаем, получаем цифру, которую я не знаю, откуда перечисленные постсоветские республики в состоянии набрать. Я думаю, что не смогут. Тем более, там Таджикистан звучал. Нет, тут Таджикистан есть собственные проблемы. Там с рекой, с Пьянш, что делать? Из Афганистана постоянно прутся вот эти там наркотрафиканты там, и другие там нехорошие люди. Там российские военные обеспечивали, скажем так, хоть какую-то там границу, хоть какие-то фильтрационные функции, хоть какое-то военное сопротивление. Я не в курсе, какое количество свободных или наличных войск
у перечисленных республик, которым можно было дать. Но я уверен, что они количественно недостаточны для того, чтобы составить вот этим фильтром, для того, чтобы не было соприкосновения между украинскими и российскими военными. Поэтому я боюсь, что идея, в общем-то, неплохая. Именно поэтому ее зарубят. Там будут другие. Там будут, например, поляки, там могут быть, не знаю, там какие-то французские легионеры, какие-то там, не знаю, германцы турецкого происхождения. Что другое будет? Там фантазия настолько большая, что мне с трудом представляется, нужно выбрать самый кислый вариант, и где-то после этого что-то такое они придумают. И такое и сделают. Из Бангладеш могут отправить тоже. Да. Почему? Они всегда рады. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний стрим. Пламен, благодарю за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа офицеры, господа не пьющие не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы, боты, вы тоже люди, мы к вам тоже по-доброму. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Если забыли сделать себе подписку на наши каналы, вот это там колокольчик, чтобы черненьким стал, потому что YouTube вас отписывает, даже если вы подписались. Не забудьте, YouTube чудит, это мягкое слово, последние несколько месяцев. Поэтому не поленитесь, сделайте, и все будет хорошо. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.